Всем привет! Сегодня для вас я подготовила вот такие вот замечательные, очень красивые пинетки для деток. Выглядят они очень красиво. Данные пинетки бесшовные. Ни одного шва нет в них. Данная модель пинеток идет с вот такими вот завязочками. Мне кажется, очень удобно будет для ребенка. Данные пинетки идут двухцветные. Цвета можно выбирать любые. Пряжу я использовала детскую Alize Baby Wool. Метраж данной пряжи в 50 граммах 175 метров. Вязала я в 2 ниточки спицами 3,5 миллиметра. Данные пинетки я вязала на длину стопы 11,5 сантиметров. Но по данному видео вы можете отрегулировать их на ту стопу, которая вам нужна для ваших деток. Также можно отрегулировать длину вот этих вот завязочек. Изначально мы должны связать образец платочными дорожками и измерить плотность нашего вязания. Это для того, чтобы определиться, сколько нам нужно петель связать в самом начале, чтобы попасть в размер ноги. Я в самом начале набираю 76 петель. Получается, на одну завязочку я отдаю 25 петель. Далее на вот эту вот часть я отдаю 26 петель. И на вторую завязку я отдаю 25 петель. Длина каждой части примерно составляет 11,5 сантиметров. Если вам нужно завязочки сделать вот эти вот немножко подлиннее, тогда набирайте именно на завязке в самом начале, допустим, не 25 петель, как это я набирала, а побольше, на пару петель. И вот эта вот средняя часть должна быть той длины, сколько вы хотите получить в длину вашу стопу. Получается, так как у меня стопа 11,5 сантиметров, поэтому вот эта вот часть средняя у меня также должна получиться 11,5 сантиметров. Для того, чтобы мне получить вот здесь вот 11,5 сантиметров, я набирала 26 петель. Но так как плотность вязания у всех разная, спицы, можно пряжу взять другую, поэтому ориентируйтесь больше не на количество петель, а на количество сантиметров, которые вы должны в итоге получить. Если вам нужна стопа либо меньше, либо больше, тогда столько же будет сантиметров вот эта вот часть средняя. Здесь главное в данной модели слитков определиться, сколько петель вы будете набирать в самом-самом начале. Далее с помощью убавок я сначала вывязываю пяточку, затем стопу и мысочек. Данные завязочки вы завязываете так, как вам больше нравится и как будет комфортно вашему ребенку. Если вам понравилась данная модель пинеток, предлагаю ее связать вместе со мной, поэтому берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На спице в самом начале я уже набрала 76 петель. Если вы вяжете на другой размер ножки, либо плотность вязания у вас другая, тогда рассчитывайте, сколько вам нужно петель набрать именно в самом начале и набирайте свое количество петель. Первый ряд, первая кромочная петля снимается, не провязывая на протяжении всего вязания. И далее все петли я буду провязывать лицевыми. Вот таким вот образом. Довязывайте полностью весь ряд также лицевыми петлями. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной петлей. Во втором ряду мы закроем часть петель, которые будут относиться к шнуркам. Получается, сначала вязания я закрою 25 петель, и в конце вязания я также закрою 25 петель. У меня на спице останется 26 петель, и вот эти вот именно 26 петель средней части мы будем с вами вывязывать далее. В самом начале, получается, я закрываю на шнурок 25 петель. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, вторую петлю я провязываю лицевой. И теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Вот таким вот образом мы с вами закрыли одну петлю.
Далее петлю провязываю лицевой и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Закрыли вторую петлю. И таким образом я буду закрывать 25 петель. Только закрывайте эластично, чтобы ничего не стягивало ваше полотно. Вот таким вот образом выглядит мой шнурок с одной стороны. Далее я провяжу лицевыми петлями 26 петель. Это моя центральная часть. Получается, первая петля у меня уже находится на правой спице. Дальше провязываю лицевыми петлями вторая петля, третья, четвертая, пятая, шестая и так далее. И далее у меня остается на левой спице 25 петель, и мы их закроем так же, как мы закрывали петли в начале, образуя шнурок со второй стороны. Первую петлю провязываю лицевой, вторую петлю я также провязываю лицевой, и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Одну петлю провязываю лицевой, и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Петлю провязываю лицевой и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. И таким образом мы закрываем все наши оставшиеся петли на левой спице. И после того, когда мы закрыли с вами все петли, у нас осталась одна открытая петля. Рабочую нить обрезаем, продеваем в данную петлю и затягиваем. Вот эти вот два кончика сразу спрячем в шнурок, чтобы они нам не мешались. Сейчас мы можем с вами измерить уже в сантиметрах данную заготовочку. Смотрите, вот эти вот 26 петель, которые у меня находятся на спице, составляют 11,5 сантиметров. Это как раз таки будет стопа нашей пинетки. И если вам надо пинетки поменьше размером, либо побольше, тогда вот ориентируйтесь на эту величину. Завязочки примерно столько же, 11,5 сантиметров с одной и со второй стороны. Сейчас мы с вами будем присоединять нить второго цвета. Это у меня будет розовый цвет. Получается, вот с этой стороны мы с вами прятали кончики, но начинать вязание будем с начала спицы. Прикладываю данный кончик розовой нити. Кончики я сразу никакие не закрепляю, просто потом его спрячем по изнаночной стороне самостоятельно. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. Следующие две петли я буду провязывать одной вместе за правые верхние стеночки лицевой петлей. Далее вяжем все петли лицевые, не довязывая 3 петли до конца ряда. У меня на спице левой осталось 3 петли. Первую и вторую петлю я провяжу вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Так мы с вами будем убавлять петли именно в лицевом ряду. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И все петли со спицы мы провязываем лицевыми. Последняя кромочная петля будет постоянно провязываться изнаночной. Мы с вами провязали 2 ряда именно ниточкой розового цвета. Сейчас мы с вами отметим маркерами кромочные петли с одной и со второй стороны. Вот таким вот образом. Кончик от нити можете уже сразу прятать по изнаночной стороне, чтобы он вам не мешался. Давайте еще данные 2 ряда мы повторим. Далее будете убавлять петли самостоятельно. Первая кромочная петля снимается, не провязывая. Следующие 2 петли я провязываю вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Далее все петли я буду провязывать лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. В самом конце, когда у нас остается 3 петли на левой спице, мы первую и вторую петлю провязываем за верхние правые стеночки одной лицевой петлей, и последняя кромочная провязывается постоянно изнаночной. Таким образом мы с вами будем провязывать все лицевые ряды.
убавляя одну петлю в начале вязания, вторую в конце вязания. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону, первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, и далее все петли я провязываю лицевыми без каких-либо убавления петель. Последняя кромочная петля провязывается постоянно изнаночной. Далее провязываете нашу заготовочку самостоятельно и убавляете петли. Убавляем в лицевом ряду. Сразу после первой кромочной петли мы провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей. И перед последней кромочной петлей мы провязываем также 2 петли вместе одной лицевой петлей. Так я буду убавлять петли, пока у меня не останется на спице 4 петли. Если вы на эту вот часть среднюю набирали нечетное количество петель, тогда у вас должно будет остаться 5 петель. Я провязала треугольничек для пятки, и сейчас мы будем добирать петли, которые только что с вами убавили. Обрезаем розовую нить и будем присоединять нить первого цвета, это у меня мятный цвет. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. И далее я провязываю 3 лицевые петли. Далее из вот этой вот кромочной косички мы с вами будем поднимать петли. Вдеваю мою правую спицу за 2 дужки кромочной петли по данному краю, подхватываю рабочую нить и поднимаю на спицу дополнительную петлю. Вот таким вот образом мы с вами будем поднимать петли по лицевой стороне. Переворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. Рабочая нить у нас располагается перед работой. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, далее вяжу все петли лицевыми. И далее по данному краю с изнаночной стороны мне также нужно поднять петлю. Но в изнаночных рядах мы будем поднимать петли немножко по-другому. Ввожу мою спицу с лица на изнанку вот таким вот образом. За кромочную петлю за 2 дужки подхватываю рабочую нить. И вот таким вот образом у нас поднимаются все петли по изнаночной стороне. Давайте еще 2 ряда мы с вами провяжем, далее будете поднимать петли самостоятельно. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, далее вяжу все петли на спице лицевыми. Ввожу свою правую спицу за 2 дужки следующей кромочной петли по данному краю, получается сверху вниз, с лица на изнанку. Подхватываю рабочую нить и вот таким вот образом мы поднимаем петли с лицевой стороны. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону, первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее все петли с левой спицы мы провязываем лицевыми. И сейчас мне нужно обратно поднять петлю с данного края. Ввожу свою правую спицу за 2 дужки кромочной следующей петли по данному краю. Подхватываю вот таким вот образом рабочую нить и вынимаю петлю на спицу. Так мы поднимаем с вами все петли по изнаночной стороне. И таким образом мы с вами будем поднимать петли до того, пока у нас на спице не получится 26 петель. Количество петель то, которое у нас было до убавок. Можно посчитать по платочным дорожкам, сколько нам нужно поднимать петель. Смотрите, розовых платочных дорожек у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Поэтому мне нужно поднять 11 петель вот с этой стороны и 11 петель со второй стороны. Встретимся, когда у нас на спице, в моем случае, будет 26 петель. Я подняла все петли, у меня сейчас на спице располагается 26 петель. И как раз таки мы с вами дошли до наших маркеров. Маркеры сейчас можно уже снимать. Вот таким вот образом у нас смотрится наша заготовочка. И мы с вами, получается, вывязали половину нашей подошвы. Сейчас мы, убавляя петли, будем вывязывать вторую половину подошвы. Первый ряд, первая кромочная петля снимается не провязывая. И далее вяжем все петли лицевыми.
Последняя кромочная петля провязывается изнаночной на протяжении всего вязания. Переворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю мы снимаем, не провязывая. И далее второй ряд по изнаночной стороне мы провязываем также все петли лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается также изнаночной. И начиная с третьего ряда мы с вами будем убавлять петли таким же образом, как мы убавляли петли в самом начале. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Следующие 2 петли я провяжу вместе одной лицевой за правые верхние стеночки. Далее я провязываю все петли лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. В самом конце 2 первые петли провязываем вместе одной лицевой петлей за правые верхние стеночки, и последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей. Таким образом мы с вами будем провязывать все лицевые ряды, убавляя петли. Одну в начале, сразу после кромочной петли, и вторую в конце, перед кромочной последней петлей. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее вяжем все петли лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей. Давайте еще 2 ряда мы с вами провяжем, далее будете убавлять петли самостоятельно. Первая кромочная петля у меня снимается, не провязывая. Далее следующие 2 петли я провязываю вместе одной лицевой за правые верхние стеночки. Далее все петли мы провязываем лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. В самом конце, когда у нас остается на левой спице 3 петли, первую и вторую петлю я провяжу вместе одной лицевой петлей за верхние правые стеночки, и последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее вяжу все петли лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей. И таким образом я буду убавлять петли до того момента, пока у меня на спице не останется 4 петли, убавляя в каждом лицевом ряду по 2 петли. Я убавила все наши петли до того, пока у меня на спице не осталось 4 петли. И это, соответственно, у нас является подошва пинетки. Если я сейчас примерю данную заготовку для пинетки на манекен ножки, вот таким вот образом это у меня все смотрится. И, соответственно, осталось вывязать мысочек нашей пинетки. На готовые пинеточки вот таким вот образом выглядит наш мысок. Здесь вот эту вот часть для мыска мы будем вывязывать немножко по-другому. Нить мятного цвета больше нам не нужна, я ее обрезаю. И сейчас мы будем присоединять нить розового цвета. Первый ряд. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити. И далее 3 лицевые петли. Сейчас по вот этой вот кромочной дорожке мы будем поднимать все петли с одной и со второй стороны. Вводим нашу правую спицу сверху вниз, получается с лица на изнанку. За 2 дужки кромочной петли подхватываем рабочую нить, и вот таким вот образом мы будем поднимать петли с лицевой стороны. Второй ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее все петли со спицы я провязываю лицевыми. Далее ввожу свою спицу за 2 дужки кромочной петли по данному краю. Получается с лица на изнанке снизу вверх. Подхватываю рабочую нить и вынимаю петлю на спицу. Вот таким вот образом мы будем поднимать все наши петли по изнаночной стороне. Третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее я провязываю все петли лицевыми. Ввожу свою правую спицу за 2 дужки следующей кромочной петли по данному краю, подхватываю рабочую нить и поднимаю на спицу дополнительную петлю. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу со спицы все петли лицевыми.
Правую свою спицу ввожу за 2 дужки следующей кромочной петли по данному краю, получается снизу вверх. Подхватываю рабочую нить и вынимаю петлю на спицу. Мы с вами провязали 4 ряда. Далее провяжем самостоятельно еще 8 рядов. Таким вот образом, поднимая петли по краям нашей заготовки. Получается, в каждом ряду у нас добавляется по одной петле. И я провязала самостоятельно 8 рядов. Если по платочным дорожкам, именно в Москве у меня вывезено 6 полоточных дорожек именно розовым цветом. И далее мы с вами будем также поднимать все петли по краям заготовки, но при этом и убавлять. Первая кромочная петля снимается, не провязывая. Далее следующие 2 петли я провязываю вместе одной лицевой петлей за верхние правые стеночки. Далее провязываю 4 лицевые петли. И следующие 2 петли я также провязываю вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Далее у меня обратно 4 лицевые петли. 2 петли вместе я провязываю за верхние правые стеночки одной лицевой петлей. Далее 1 лицевая. И по данному краю мне нужно поднять одну петлю. Ввожу свою правую спицу за 2 дужки кромочной петли, подхватываю рабочую нить и поднимаю на спицу петлю. Таким образом мы с вами 3 петли убавили и 1 петлю с данного края добавили. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее вяжу все петли лицевыми с левой спицы. И по данному краю я должна поднять одну петлю. Ввожу свою правую спицу за 2 дужки следующей кромочной петли по данному краю, подхватываю рабочую нить и поднимаю петлю на спицу. Получается, далее во всех лицевых рядах мы будем убавлять одну петлю сразу после кромочной петли, провязывая 2 петли вместе одной лицевой петлей, одну петлю в конце, провязывая также 2 петли вместе одной лицевой петлей, и одну петлю в середине. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Следующие 2 петли я провяжу вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Далее провязываю 4 лицевые петли. И следующие 2 петли я провязываю вместе также одной лицевой за верхние правые стеночки. Здесь у нас 3 лицевые петли. В конце также 2 петли вместе одной лицевой петлей, 1 лицевая петля. И по данному краю я поднимаю одну петлю, ввожу спицу за 2 дужки кромочной петли, подхватываю рабочую нить и поднимаю петлю на спицу. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу все петли со спицей лицевыми. И по данному краю поднимаю петлю, ввожу спицу снизу вверх за 2 дужки кромочной петли, подхватываю рабочую нить и поднимаю петлю на спицу. Вот таким вот образом мы будем далее провязывать наш мысочек, убавляя петли, но при этом и добирая петли по краям. Смотрите, у меня с данного края осталось 1, 2, 3, 4 кромочные петли. Со второго края также 1, 2, 3, 4 кромочные петли. Поэтому я далее провязываю свой мысок, пока я не подниму все вот эти вот петли. Я подняла все петли по краям нашей заготовочки. Вот таким вот образом это все у нас выглядит. И у меня на спице сейчас располагается 10 петель. Сейчас мы с вами провяжем еще 2 ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее провязываю 2 петли вместе одной лицевой за верхние правые стеночки, 1 лицевая петля и далее обратно 2 петли вместе одной лицевой за верхние правые стеночки, 1 лицевая петля, 2 петли вместе одной лицевой за верхние правые стеночки, 1 лицевая петля. И сейчас мы с вами поднимем петлю с самого вот этого вот уголочка. Ввожу спицу за 2 дужки кромочной петли, подхватываю рабочую нить и вынимаю петлю на спицу. И последний ряд, первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу все петли лицевыми.
И с данного стыка, вот здесь вот с самого уголочка, мы с вами поднимем уже последнюю нашу петлю. Ввожу свою правую спицу за 2 дужки кромочной петли, подхватываю рабочую нить и поднимаю петлю на спицу. У меня на спице сейчас 9 петель, и сейчас мы эти все 9 петель закроем. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, следующую петлю я провязываю лицевой. И теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Закрывайте вот этот вот край потуже. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой, и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. Вот таким вот образом мы с вами закрываем все наши петли. У нас на спице осталась одна открытая петля. Вот так вот выглядят наши все закрытые петли. Далее нить мы обрезаем, продеваем в открытую петлю и затягиваем. Кончик прячем по изнаночной стороне самостоятельно. На этом пинеточки наши готовы. Если померить сантиметром, как раз таки наша стопа получается 11,5 сантиметров. Вот таким вот образом выглядит на манекене ноги. Пинетки получаются абсолютно бесшовные. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.